Всем привет! Начинаем следующий стрим. Посмотрим, как оно, что оно. Ну, будем сегодня не слишком долго его вести, тому подобное. Сначала проверим, как у нас проходит сообщение. Проверка. Проверка. Только что-то вот как-то они больно быстро улетели. Все должны минуту вроде как бы висеть. Ну да ладно. Проверка 2. Ну вот, вроде как теперь все висит. Успеем прочитать. По большому счету говорить особо не о чем. Ничего такого интересного нету. Ну, вроде как бы даже не знаю, как и сказать. Вот значок, сколько человек смотрит. Ну, значок, по всей видимости, наверное, не сильно работает. Или может быть... Может быть, кто-то как-то где-то не работает в программе. А может быть и там не обновляется. Если вдруг смотрите, то поставьте лайк. Просто интересно, будет отображаться на экране лайк или не будет. Ну, просто интересно. Ладно, займусь настройкой и всем прочим потом. А пока сообщают, что ВКонтакте включила практически для всех партнерскую программу. То есть идет стрим, как, например, сейчас мой. И за это при определенном количестве будет капать копеечка. Пришло приглашение, пришло... Ну, давно его, в принципе, уже подавал. Все настроил, все это, все хорошо, все нормально, за небольшим исключением. Нужно добавить свой паблик или свою группу в настройки. Добавить. А она там не отображается. Нет ее типа и все. Причем пользуешься другими сервисами, да, отображается, да, на самом деле есть такой паблик, все. Ну, как его может не быть, если он есть? А здесь, чуть не сказал, ВКонтакте тормозит, но ВКонтакте не сильно тормозит, по той простой причине, что это, скорее всего, не ВКонтакте, а Mail.ru немножко притормаживает. Ну, притормаживает и притормаживает. Как говорится, ладно. Рано или поздно заработает. Посмотрим, что из этого выйдет. Будем надеяться, что
выйдет что-то путевое, хорошее. Согласен. Да, монетизация Ютуба далеко. Но кто его знает, может быть, наконец-то что-то выйдет и у местных программистов. Хотя тут хочется больше высказаться грубыми словами, но ладно, не буду. Многие спрашивают, откуда берется реклама, например, на моем паблике, на моем канале. Самый простой способ — это написать лично мне. Электронные почты есть, телефон в общей доступности. Ну, телефоном лучше не пользоваться. Ну, можете поискать в Дураграмме, можете поискать ВКонтакте, где угодно. Найдете. Там просто пишется сообщение, что вы хотите увидеть, услышать, прочитать. И я вам скажу, сколько это будет стоить. После этого сообщаю вам номер кошелька, номер карты или еще каким-то удобным для вас способом вы переведете деньги. И как только деньги попадут мне, в следующий выпуск стрима попадет ваша реклама. Или будет опубликован какой-то рекламный пост или еще что-то. Все зависит от того, что вам надо. Но есть такие рекламные биржи, которые продают вашу рекламу кому-то другому. Ну и, соответственно, берут за это небольшую комиссию. В принципе, здесь нужно было бы добавить ссылочку, но ссылочку я добавлять не буду по той простой причине, что работой конкретно этой биржи я, мягко выражаясь, недоволен. Сделана сама система хорошо. То есть, если вы ищете, ну, например, аккаунт в Инстаграме, который опубликует сторис или какую-нибудь фотографию с нужным вам описанием, или YouTube канал, или еще что-то, то, найдя определенный канал, аккаунт, вы можете посмотреть статистику. То есть, сколько человек в среднем переходит по ссылке на рекламируемый объект. Работает не со всеми системами, ну, потому что, ну, представляете, вот в самом начале у меня идет небольшой прерыв, в котором идет какая-нибудь картинка, видео. И я рекламирую, ну, к примеру, какой-нибудь канал другого человека. Ну, к примеру, просто. И сообщает, да, вот ссылка внизу под видео, переходите. И там, по идее, должна быть ссылка на youtube.com/ офигительно длинный набор буквок или какой-нибудь короткий, не знаю, короткий никнейм, который вы себе там назначили. А это там будет какая-нибудь ссылка совсем вроде как бы не на YouTube. Ну, из-за того, что ссылка идет через свой личный сокращатель ссылок, который принадлежит этой самой бирже, они не получают эту самую статистику. Некоторые рекламодатели просят, чтобы разместили не вот эту самую короткую ссылочку, а, например, ссылочку на аккаунт, именно в полной мере, как он выглядит в своей природе, без всяких сокращателей и все такое. С одной стороны, почему нет? Какая разница, какая ссылка будет в описании? С другой стороны, следующий рекламодатель, который перейдет на ваш аккаунт и увидит, что
статистика нулевая. То есть по этой ссылке никто не перешел. Ну, просто не могут они эту статистику получить. Но это не самое такое плохое, что есть в этой самой бирже. Самое хреновое начинается, когда вы работаете с деньгами. То есть обычный преролл у меня стоит 100 рублей. Здесь на видео фотографии в Инстаграм. Тоже 100 рублей. Не вопрос. Когда человек оплатит, рекламодатель оплатит заказ, сколько денег я получу? Хотелось бы сказать, что да, 100 рублей, но нет. Получу 90 рублей. Потому что 10% это комиссия за любой перевод внутри системы. Почему за любой? Потому что когда вы накопите сумму, чтобы вывести деньги себе на карточку, с вас еще раз возьмут комиссию. Ну, в зависимости от того, кем вы там представитесь. С физиков 30%, с ИПшников самозанятых 3%, с какого-нибудь ООО, ЗАО, то есть большого крупного физического, большой крупной какой-то конторы, не помню, совсем не представлялся, но, по-моему, то ли 0, то ли 1, по-моему, 0. И вроде, фиг с ним, с процентами, рассчитал, взял, вывел. Но вывел, ведь переписку они ведут по внутренней почте. То есть у меня прописан номер счета, куда надо выводить деньги. 5 дней ожидания. При этом никто не говорит, что деньги будут выводиться, скорее всего, в пятницу, но может быть в четверг. То есть, если в ближайший четверг-пятницу вы не получили свой вывод, то получите его через неделю. То есть, не через 5 рабочих дней, а через 10. Может быть 15, может быть 20. Вот, например, в последний раз им потребовался мой Яндекс кошелек. Хорошо, отправил. В пятницу вечером. Бухгалтер уже, по всей видимости, ушел. Пришлось ждать еще неделю. В четверг денег нету, в пятницу пишу, что еще надо, почему деньги не вывели, все такое прочее. Что вы кричите, мы их обязательно выведем. Хорошо, выведите, молодцы. Когда? В четверг или пятницу? Четверг закончился, в пятницу успеете, что-то какие-то данные нужны. Я не хочу целый день сидеть в интернете на одном и том же сайте и постоянно обновлять переписку, смотреть, не понадобился ли им еще какие-то данные, еще какой-нибудь кошелек, еще что-то. Да, скорее всего, но в любом случае, в четверг или в пятницу деньги будут выведены. Про неделю всегда умалчиваю. На этой неделе может быть, а может быть на следующей, а может быть еще через одну. Последний вывод ждал 15 дней. На 15-й день соблагоизволили и выплатили. Но, к сожалению, подобных контор, достойных внимания, да, полно, но либо вы получаете там бонусы, либо когда зарабатываете крупную сумму, доступную для вывода, ваш аккаунт блокируется. По каким-то причинам вы нарушили правила, поэтому до свидания. Соответственно, до свидания со всеми деньгами. Подобные сервисы отслеживаем, и как-то, если честно, связываться с ними не хочется. Этот, пускай криво, но выводит. Но рекомендовать его тоже не могу по той простой причине. Во-первых, сервис не российский, хотя, да, если вы зарегистрируетесь как россиянин, все будет на русском языке. Но когда будете переписываться по каким-либо
причинам с техподдержкой, случайно обнаружите, что техподдержка имеет, мягко выражаясь, украинский лексикон. Как-то оно вот так. Хотя сервис в Голландии расположен. Скорее всего, для работы в чате набирают кого попроще. Но, как я уже говорил, самый простой способ разместить рекламу — это обратиться напрямую к человеку, у которого вы эту рекламу будете, вернее, хотите размещать. Во-первых, все просто. Во-вторых, для человека, который будет размещать рекламу, тоже все просто. Вы сказали, что хотите, он сказал, что все может. Ну и, соответственно, все вроде как бы и работает. Решил все-таки счетчик заработать. Ну да ладно. Переходим тем временем к вопросам, которые вы нам задавали. В очередной раз напоминаю всем тем, кто до сих пор не в курсе, как задать свой вопрос. Во время стрима можете написать в чате под видео, на YouTube, ВКонтакте. И, скорее всего, ваш вопрос будет прочитан, но не факт. Во всех остальных случаях вы просто-напросто можете перейти по ссылке под видео на сервис Boosty и там написать все то, что вы и хотите рассказать. Сервис на Boosty стоит 100 рублей в месяц. И за эти 100 рублей в месяц вы можете, ну я не знаю, написать несколько вопросов. 2, 3, 5, 10. Ну, сейчас пытаюсь проверить, как работает на Boosty комментарий. Ну, не очень. Ну да ладно. Либо воспользуйтесь обычной донатной ссылкой, делаете любой донат, и в поле для сообщений пишите свой вопрос. Этот вопрос тогда будет добавлен в список, и уже потом, со временем, во время следующего стрима, если быть точнее, мы все это озвучим, обговорим и все тому подобное. Как-то оно вот так. Ну а теперь, собственно, и сами вопросы.
Хреновые новости о Телеграме. Группа товарищей, ведущих каналы определенной тематики, сильно замучила правительство Индии. Всякая информация, которая не стоит, по мнению правительства Индии, публиковать, была опубликована в этих каналах. И тогда правительство Индии обратилось к Павлику Дурову и сказало: уважаемый, надо или это сделать, или ничего не надо делать. Но тогда, наверное, с дурограммом в Индии придется попрощаться. И Павлик Дуров, который за свободу слова и все остальное прочее, подумал ровно 3 дня, и через 3 дня выдал всю информацию на список админов этих каналов. То есть, грубо говоря, когда человек регистрируется, он указывает номер телефона, электронную почту, Дурограмм ведет список IP-адресов, где и как он выходил, то есть включая место положения, провайдеры и все остальное прочее. И всю эту информацию отдал нужным людям в правительстве Индии. Странно, что опубликовал ничего плохого. Не стал кричать, что вот это были плохие люди, которым не место в дураках. Поэтому, когда какой-нибудь владелец очередного чата будет вам рассказывать, что его чат не будет никогда выдавать своих пользователей, без разницы, кто они, что они, зачем они. Но это просто небольшая замануха, чтобы вы начали пользоваться этим чатом. И, собственно, первая плохая новость о дурограмме все. Да, Павлик Дуров сливал, будет сливать всю информацию о вас, когда его об этом попросят. Просто кто-то будет имитировать блокировки дурограммы. Если помните, некоторое время назад дурограмм во многих странах пытались закрыть, и это потом обратно разрешили. И единственное, что это дало дурограмму, это куча пользователей. Поэтому я не специалист, у меня нет людей, которые сидят в Роскомнадзорах, министерствах различных и все такое прочее. Но со стороны это выглядело как обычная рекламная кампания. Типа, давайте вы меня заблокируете на месяц, при этом все будет работать, а через месяц вы меня разблокируете и скажете, все нормально. Что вы мне, а что я вам, это остается за кадром. Имел вопрос какие-то деньги или еще что-то, не в курсе, не могу сказать. Предположить можно все что угодно. Но был проседающий рынок, где люди не пользовались дурограммом, например, в Египте. А после того, как Египет на 2 месяца заблокировал дурограмм, а потом разрешил его, дурограмм с тех пор там основной мессенджер. Нет, есть, конечно, те, кто пользуется всякими вайберами, ватсапами. Есть. Но дурограмм все-таки на то и дурограмм. Следующая новость про дурограмм – это его последнее обновление. Если не в курсе,
то появилась возможность получить, как бы это так правильно выразиться, получить новый аккаунт. И этот самый аккаунт, ну, все то же самое, как и раньше. Только вместо своего номера вы получите виртуальный номер, который будет указываться в этом самом телеграм-канале. Обслуживание этого номера, если честно, не знаю, сколько стоит, но, в принципе, цены где-то в районе от 1000 рублей. Примерно. Ну, может быть, кому-то это надо. Может быть, кому-то не надо. Но лично я в этой самой хитрой схеме вижу то, что раньше Дураграм доставал тем, что пользователь такой-то в Дураграме. Пользователь секой в Дураграме. Сейчас вроде все мои знакомые пользователи уже в Дураграме, и эти сообщения как-то перестали попадать. Ну, так вот, в глаза не бросаются. Может, один в месяц, может, один в 2-3 месяца, когда как. А сейчас человек, ну, пускай даже за 1000 рублей купит виртуальный номер, получит аккаунт в Дураграме и начнет с этого аккаунта рассылать сообщения. Может такое быть? Может. Я думаю, что месяца через 3-4, если паблик не включит какую-то блокировку подобных, то у нас появится новый Viber. Помните эти старые добрые времена, когда в день полсотни сообщений и ни одного от знакомого человека, и все что-то куда-то просят зайти, посмотреть, рекомендуют. Ну, просто мир таких добрых, отзывчивых людей из Viber. Ну, вот телега, скорее всего, станет чем-то похожим. Но, может быть, и не станет. Будем надеяться на лучшее. Три человека скинули мне видео про то, как мобилизованные товарищи решили больше не воевать и прям в форме ушли из места расположения, где они там сидели, сломали ворот. Сразу видео не скачал, а потом уже что-то смотрю, это место подтерли. Ну, специально искать не стал, поэтому поверьте на слово. Во-первых, мое мнение о том, как ломают ворота, лучше отображается не на этом видео, которым мобики, уходили из расположения, а, например, в старом советском фильме «Взятие Зимнего». Вот там, да, там похоже, ворота ломали, открывали, распахивали, а тут, да, были закрытые ворота. Колонна с 4 рядов прошлась, ворота прямо перед ними открылись.
были ли они закрыты, может и там кто-то гнилым шнурком связал, может какую палочку вставил. Не знаю, на этом ничего не было. Но самое интересное, что когда немножко распочухали, что это было, то выяснилось, что это, да, это мобилизованные, да, это ушли. Но выяснилось, что им просто нужно было уходить, а ворота забыли открыть, и, в принципе, никто никуда не сбегал, никто никуда не уходил. Просто этим людям по каким-то причинам нужно было пройти. Они прошли. Через какое-то время все вернулись назад и продолжают свое обучение в Казани. Ну, это просто сейчас такое время, ну, модно говорить о том, что вот смотрите, мобилизация, то все гребут, инвалидов забирают и все остальное прочее. И про это как-то, ну, никто не думает, прочитал, а вот смотрите, да, вот оно, вот так оно и есть. Если подождать какое-то время, то выясняется, что не так-то оно все и есть, как оно казалось в первое время. Ну, в Прибалтике выступила по телевизору госпожа Вайпель, которая заявила, что она вместе с Пугачевой содержала всю СССР. Ну, просто вот вдвоем корячились на концертах, все деньги получал кто-то там, а Вайпеле получала 17 рублей за концерт. Выглядит, да, выглядит смешно. Самое смешное во всей этой истории, что найдется не один дурачок, который поверит в это. Есть такое понятие «вышел в тираж». Вайкули, Ротару, та же самая Пугачева. Да, когда-то было время, это любой концерт, любой песни года по телевизору, там еще что-то где-то. Это обязательно с их участием. Все пели, все плясали, все радовались. Да, были там Лещенко, были Кобзоны, были Муслимы Магомаевы. Но вот эти прям вот пели, пели и пели. А сейчас случилось страшное. Спросите у какого-нибудь человека в возрасте так, ну, лет до 25. Назови какую-нибудь певицу, которую зовут Лайм. Сколько он будет думать перед тем, как назовет Вайку. Или спросите, например, кто пел песню «Все могут короли». И сколько минут, часов, дней пройдет до того, как человек назовет Пугачева. Вот если честно, что пел Ротару, вообще не помню. Ну, как так вот оно получилось, что да, тогда они были нужны. Где-то кто-то посчитал, что они хорошие, полезные, и поэтому они пели за 17 рублей на концерт. Да и сейчас, в принципе, наверное, вот первый новогодний огонек будет, который без Галкина, без Пугачевой, без Ротару, с Вайкули пройдет. Даже вот интересно посмотреть, а кем заменит. Надеюсь, что не Викой Цыгановой. Как-то так вот.
Ну, посмотрим. Осталось меньше месяца. Специально спать не лягу, буду смотреть все эти новогодние концерты. Кто его знает, вдруг понравится. Также сообщают, что сегодня должен был пройти суд над Яшиным с погонялом мудак, и прокурор попросил 9 лет. Ну, если все-таки суд присудит Яшину 9 лет, то что хочется сказать? Ну, следует добавить только одно. Герой пришел к тому месту, до которого он долго добирался. Кто такой Навальный? Сейчас уже не все вспомнят. Надо его заменить. Ходить на митинги стало опасно. Да и на митинги-то особо сильно никто не пойдет. А вот занять какое-нибудь место политически осужденного, ну почему нет? Поэтому, если посадят, то все равно никто не расстроится. Как-то оно вот так. Ну, а на этом, в принципе, все. Новости закончились. С вопросами тоже. Про кино говорить не буду, распаковывать нечего. Поэтому всем пока. Сегодня у нас какой день недели? Среда. Значит, увидимся мы уже на следующей неделе. Ну, давай, грузись. До 15 числа мы и увидимся. Всем пока. До 15 числа.